Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. С кем еще не знакомы, меня зовут Алексей. Сегодня в этом видео я буду тестировать ароматы компании Yves Rocher. Вы меня просили дать свой отзыв, но так как я ни разу не пользовался продукцией данной компании, я и отзыв дать не мог. Теперь я сделал свой первый заказ. Тем, кто еще не видел, посмотрите обязательно предыдущее видео, распаковка моего первого заказа компании Yves Rocher. Я для себя решил заказать мужские ароматы. Вот я заказал 2 мужских аромата. И женский аромат я получил в подарок. Вот на них сегодня я вам и сделаю свой отзыв. И начнем мы с первого аромата. Natura называется. На сайте его презентовали как хит продаж. Ой, хит продаж, бестселлер. Ну, то есть, прям продажи продажами. В общем, я решил, знаете, основательно подготовиться к этому видео. И я уже на самом деле протестировал аромат. Я им пользовался почти неделю. И я надеюсь, что этот будет отзыв намного честнее. Не просто качнул аромат, а все-таки уже им попользовался неделю. Итак, это аромат, смотрите, производство. Давайте начнем с того, что это все пишут Франция. То есть, ну, вроде как французские ароматы. Но они стоят, кстати, чуть-чуть дороже, чем Avon. Данный аромат я приобрел за 6600 тенге, 75 миллилитров. Вот, значит, это у нас идет древесно-цитрусовый аромат, как я и люблю. Вы знаете, на самом деле, давайте откроем его. На самом деле, коробочки ничем не примечательные. Они такие же коробочки, как у нас в Avon. Ну, как вы видите, что коробочки идут вот с такой вот фольгой, подложка. Очень удобно. Есть тоже штрих-код. Сейчас это везде делается. Ну, в общем, обычно непримечательная коробочка данного аромата. Вот такой вот он выглядит. Тоже он обычный. Ничего здесь сверхъестественного в нем нету. Вы знаете, первое впечатление шикарнейшее. Я так давно хотел такой аромат. Я просто, блядь, в восторге. Простите меня, пожалуйста, за мои эмоции. Это вот он сначала, когда качнешь, он немножечко такой резкий. Резкий такой кисленький аромат. Но потом он открывается таким шикарнейшим шлейфом. Он очень свеженький, нежный. Как я люблю, друзья. Я его наносил, я ходил с этим ароматом целую неделю. Хочу сказать, что я этот аромат на себе вообще никак не ощущаю. С одной стороны, это плюс, это очень хорошо. Но с другой стороны, это минус. Я не могу понять, какой шлейф от меня исходит. Вы знаете, есть в эйвонских ароматах, в мужских, когда я ими пользуюсь, все равно наносишь где-то на одежду, да, и когда ты где-то идешь, и бывает, ты сам немножко ощущаешь шлейф от себя аромата. Ну, не постоянно, а вот, знаете, ветром как-то вот, знаете, может, кто-то пройдет навстречу, и вот твой же аромат, он как-то поднимается, открывается, и ты его слышишь. Так вот здесь я хочу сказать, что я этот аромат ни черта не слышу на себе, но на одежде аромат остается. И он очень, ну, прям вкусненько пахнет. Я в восторге. Я этот аромат оставлю себе, буду им пользоваться с удовольствием. И посмотрим, что дальше из этого выйдет. Вот правда, ну, очень-очень вкусненько он пахнет. В общем, я разрекламировал, не знаю я, но это правда, честно. Я этот аромат оставляю себе и буду им пользоваться. Второй аромат Evidence. По-моему, он переводится... да, здесь даже написали, а здесь, кстати, перевод... Натюр переводится натюр. А я натура. Ну, натура так натура. Натюр. Учим французский язык. Так, следующий аромат. Он у нас идет 50 миллилитров. Переводится как явность для мужчин.
Здесь тоже идет кожано-древесных нот. Ну, как я и люблю древесные ноты, это моя, наверное, уже слабость. Так, парфюмер Антуан очень плохо вижу, Медозандие создал изысканный аромат на основе исключительно природных ингредиентов. Нот ветивера. Нот ветивер я не очень-то переношу. Гавайского дерева, бергамот с его искрящей свежестью и динамичных нот черного перца. Черный перец, да, черный перец это... Черный перец у меня есть в моем любимом аромате Кензо. Я его прям обожаю. Ну, давайте попробуем. Давайте его тоже Франция. Ой, я французские прям ароматы. Ароматы Франции. Так, здесь коробочка. Я вам хочу сказать, она такая... Прям такая плотная-приплотная. Если здесь она такая тоненькая, знаете, вот как бумага. Прям как бумага, вот А4 вот формата. Прям тонкая-тонкая. То здесь прям такой, знаете, мощная коробочка. Ну и хочу сказать, что, друзья, этот аромат, он на сайте стоит уже в разы дороже. У него объем меньше, он стоит... Я вот в данный момент, я его брал 7600 тенге. И что я вам хочу сказать? Я им тоже уже начал пользоваться. Тоже им пропользовался несколько дней. И он, конечно, так скажем, чуть-чуть понасыщеннее, поярче, нежели этот аромат. Он, вот когда его качнешь, он мне вообще не нравится. Он вообще мне не нравится. Он очень такой, как бы резкий. Но у него довольно интересный шлейф. В первую очередь, знаете, он мне хвою напоминает. Такой елочка. Ой. И напоминает мне какой-то вот мужской одеколон. Такой, знаете, обычный. Запах обычного мужского одеколона. Но у него очень даже, в принципе, приятный аромат. Мне этот аромат не очень нравится. Честно скажу, мне он не очень понравился. По стойкости он так же, как и этот аромат. Этот аромат я на себе слышу, и мне он не нравится. Вот. На одежде он тоже, в принципе, вот елочка. Вот честно скажу, такой, знаете, ну, классический мужской аромат. Такой современный. Вот. Тоже, по-моему, он у них на сайте пишется как бестселлер. Ну, то есть... Ну, я этот аромат предложил своему знакомому. Забери, говорю, пожалуйста, забери. Ему очень он понравился, он у меня его забрал, я его взял для съемок. На самом деле он у меня уже его забрал, он уже сколько скачал. И он сказал, что он ему понравился, и возможно он его тоже будет заказывать. Ну, не знаю. Лично мне больше всего понравился вот этот натюр аромат. Сейчас я зашел на сайт, перед тем, как снимать видео, хотел посмотреть. На сайте он сейчас стоит 7100. Ой, 6100, но его почему-то пишут нету. Ну, видимо, нету в наличии, может быть, разбирают. Вот. В общем, вот как-то так. Следующий аромат, это аромат, который я получил в подарок. Да, в компании Yves Rocher они делают такой вот порог. Если делаешь заказ на 5500, то делают маленький такой подарочек какой-нибудь, совсем маленький, милимисенький. Если делаете заказ на 12 тысяч, то уже дают подарок посерьезнее. Ну вот у меня вот так вот. Вот такой вот наборчик. И если делаешь заказ там свыше 16, по-моему, тысяч или 15 тысяч, то дают вот что-то серьезное. Я, когда размещал заказ, вкладывали вот такой аромат. Я посмотрел, он тоже довольно дорогой на сайте. 5 по-моему, тысяч или 5500. Итак, значит, это у нас вода Амур. Кстати, в Эйвоне тоже есть Аут Амур. Что-то типа такого. Обещание вечной любви. Вот тут так написано. Пишут, что 86% ингредиентов аж натурального происхождения. Ну, то есть Yves Rocher позицирует себя, что они натуральная косметика. Так, женское звучание розы, то есть здесь аромат с розой будет, да, украшает пикантным аккордом ангелики и элегантного древесного нота кедра. Довольно интересно. Так, здесь срок годности еще я заметил, до 23 года.
А сейчас какой? 2 года еще, да? 30 миллилитров данный аромат. 30 миллилитров. Ну что, вскрываем. Его я еще не пробовал. Не было смысла его тестировать. Не дается. Капризная женщина, она не дается. Смотрите, о, вскрыл. Здесь тоже хочу сказать, что коробочка очень плотная. Видимо, если аромат подороже, то и коробочка подороже. Вот, ну, в принципе, прикольно. Ну, ничего такого, смотрите, сверхъестественного нет. Обычный абсолютно дизайн обычный. Ничего. Как у нас в Эйвоне. Ничего сверхъестественно. Так, ну, первое, знаете, чуть-чуть такое что-то там сладенькое ощущается. На зубах сладенькое. Ой, слушайте. Я здесь? Вы здесь? Я потерялся, знаете, тоже, в принципе... Ой, на руке, ой, ой, ужас какой. Я потерялся. Гадя Петрович, я потерялся, я что-то не могу понять. Но вы знаете, мне он вот поначалу что-то мне такое он показалось какой-то кофе, кофе такой шоколадный оттенок какой-то, как будто сладкий. Тут в крышке сейчас очень-очень резко пахнет. Вы знаете, абсолютно не могу точно вам сказать. Здесь он по-другому. Все, во! Выветрился, наверное, выветрился. Главный ингредиент, спирт выветрился. И вот он открывается, вот он очень насыщенный такой. Никакого какао, шоколада я уже точно не слышу. Почему-то мне на руке он... Я пытаюсь его сравнить с чем-то, с каким-нибудь ароматом Avon. Вы знаете, не могу подобрать. Это, конечно, понятно, что две разные компании, абсолютно будут два разных аромата. Но, девчонки, я где-то, знаете, пробегает такая легкая нотка свежести, но он сильно прям меня душит. Мне показалось, он такой очень насыщенный. Вот тебе, да, женщина-загадка. Ну, я не скажу, что я в восторге, я не скажу, что он мне очень понравился. Такой, знаете, вопрос, аромат-загадка. Я не знаю. Если смотреть, что его цена 5000, то это мне не нравится абсолютно этот аромат за такую сумму. Но я не знаю, как он будет по стойкости. Я посмотрю, я же все-таки уже на себя его качнул. Посмотрю. Ну, в общем, вы знаете, не могу сказать однозначно, но мне этот аромат не зацепил. Хотя изначально было очень интересно. Розу я... Там роза ж, да, по-моему, писали. Я вообще как бы розу не ощущаю. Ну, в общем, может быть, поэтому его кидают в подарок, что, может быть, он и не такой ходовой. В общем, есть еще там ароматы. Есть там еще ароматы, я хочу обязательно еще попробовать. Но пока вот, друзья, вот то, что есть. Вот какой есть результат. Вот. И я обязательно сделаю еще одно видео. Я вам сказал, что будет несколько видео, посвященных этой компании. Мы с вами разберемся, где выгодней. В компании Avon или в компании Yves Rocher. И разберемся, где дороже.
Тут уже понятно, где дороже. Здесь, ну, в общем, где выгоднее заказывать, где больше каких-то акций, где... В общем, разберемся, где мне больше понравится. В компании Avon или в компании Евроше. Но хочу сказать, что по аромату мне уже понравился один аромат. Он абсолютно не похож ни на один в компании Avon. Такой, скажем, маленький, но эксклюзивчик. Вот. Стоит он незначительно, но чуть-чуть дороже, чем в компании Avon. Еще раз скажу, что цена аромата сейчас на сайте пишут 6100. Но хочу... Упала. Вот, но хочу сказать, что можно приобрести с хорошей скидкой. Они делают иногда такие скидки. Вот была скидка 40%. Но там, чтобы получилось приобрести, чтобы получить эту скидку, надо было сделать заказ на, по-моему, на 16 или 18 тысяч тенге. В общем, ну что хочу сказать. В общем, вот что хотел, то и сказал. Друзья, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Сейчас я жду ваших отзывов. Вы просили, я вам сделал отзыв на данную продукцию. Жду ваших вопросов, жду ваших предложений, ваших комментариев. Кто пользовался какой-то продукцией этой компании, обязательно пишите, будет очень интересно почитать. Может быть, вы что-то мне порекомендуете, что у них можно еще потестить и попробовать. У меня еще есть два пробника. Да, вот они, я приготовил. Два пробника, которые тоже положили в подарок. Это шампунь и бальзам. Я их еще не пробовал, но я обязательно протестирую и по возможности вам расскажу свое впечатление. На это у меня все. Еще раз спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. До встречи в следующих видео. Все, всем пока-пока. Пока.